2 средних луковицы я нарезаю тонкими полукольцами. Порезанный лук выкладываю на противень, застеленный бумагой для выпечки. При этом делю его на 5 частей. Затем я возьму 5 кусочков мяса и отобью их молотком с 2 сторон. Отбитое мясо посолим по вкусу. Отбитое мясо выкладываю на луковые подушки. Затем я возьму пару столовых ложек растительного масла. К нему добавлю чайную ложку сухой молотой сладкой копченой паприки, щепотку черного молотого перца и чайную ложку сухого молотого чеснока. Приправы хорошо перемешиваю с растительным маслом и хорошо смазываю каждый кусочек мяса. Дальше я возьму 2 помидора среднего размера и порежу их тонкими кружочками. Кружочки помидоров выкладываю сверху на мясо. Вверху помидоры я слегка посыплю сухой травой орегано. Можно взять зелень по вашему вкусу. И также помидоры слегка посолю. Дальше я беру 2 картофелины весом 350 граммов. Картошку потру на средней терке. С потертого картофеля отжимаю влагу. К этому картофелю я добавляю щепотку соли и 1 яйцо. И хорошо перемешиваю. Затем я беру кусочек сыра, здесь 80 граммов, натираю на средней терке. Сыр отправляю к картошке с яйцом. И все это хорошенько перемешиваю. Теперь эту интересную массу я выкладываю на мясо с помидорами. Отправляю будущую вкуснятину выпекаться в разогретой духовке при 190 градусах Цельсия или 374 градусах Фаренгейта. Через полчаса все готово. Пахнет не передать словами, насколько аппетитно. Запеченная луковая подушка, мясо с приправами, картофельно-сырная корочка, все настолько ароматно. Получается невероятно вкусно, сочно и сытно. Я надеюсь, что такой рецепт вас порадует не меньше, чем меня. Это действительно блюдо, которое стоит приготовить. А также стоит подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы сразу видеть новые интересные рецепты. Напишите в комментариях, понравился ли вам этот не совсем обычный рецепт. Ставьте лайк под видео, если понравился. Я желаю всем приятного аппетита, радости, удачи, здоровья. Мы с вами увидимся, как всегда, в следующем вкусном видео.